Здравствуйте, друзья! Видео сегодня про плесень в ванной. Я расскажу, как избавиться от плесени в ванной раз и навсегда. Самое главное – это соблюдать два простых правила. Они очень странные, нелогичные, даже абсурдные, но они реально работают. Я очень была удивлена эффектом. И я вам сейчас про них расскажу. Самое главное – это убрать причину появления плесени. Это, естественно, повышенная влажность. Чтобы ее не было в ванне, после душа, вечером, когда вся семья сходила в душ, обязательно открывайте дверь в ванную и оставляйте ее открытой на всю ночь. В течение дня тоже желательно держать дверь открытой, но это не всегда эстетично и удобно, но хотя бы оставляйте дверь слегка приоткрытой, потому что вы все равно ходите в ванну, чистите зубы, моете руки. Тем более в текущих условиях многие работают дома. Поэтому дверь в ванну лучше держать большую часть времени открытой. Но этого будет недостаточно. Нужно соблюдать еще второе правило, и оно очень странное. После душа нужно сразу шторку сдвинуть максимально и открыть это пространство над ванной. И именно в этом случае у вас плесени не будет ни на самой шторке, ни на стенах, ни на потолке, нигде. И, конечно же, при этом вы открываете полностью дверь в ванну. Почему так происходит? Раньше я делала как раз все наоборот. Я закрывала ванну шторкой, чтобы шторка лучше просохла. Сразу после душа я ее оставляла открытой, для того, чтобы шторка хорошо просохла, это казалось логичным. При этом я тоже открывала полностью дверь в ванну. И мое удивление, конечно, было большим, потому что плесень на шторке образовывалась буквально через неделю после стирки. Кстати, как постирать шторку от плесени, чтобы вообще ее не было. Также такой коврик, я ее тоже стираю в машинке. Я расскажу в отдельном видео и ссылочку размещу внизу. После того, как я стала убирать шторку полностью в сторону, потому что у меня в приоритете было отсутствие плесени на стенах и потолке, а шторку можно выкинуть, ее поменять, пусть часто, но неважно, главное сохранить стены и потолок в идеальном состоянии. И я заметила, что даже шторка перестала образовывать, на шторке перестала образовываться плесень. Посмотрите, шторку я не стирала точно 3 месяца. Посмотрите, в каком она состоянии внизу. То есть она выглядит абсолютно чисто. Нет ни запаха, ничего, что напоминало бы плесень. Кстати, вам могу показать, она немножечко здесь пожелтела. Это от жесткой воды образовался небольшой налет. И для профилактики я ее тоже стираю, но значительно реже, и запаха вообще нет. Меня это очень радует, и я решила поэтому поделиться с вами таким секретом простым. И, конечно же, если у вас плесень все-таки есть на стыках между плитками, здесь и также на стыке между плиткой и ванной, то обязательно хотя бы разочек хорошо это все почистите. Лучше, конечно, сделать это несколько раз. Выберите, допустим, 3 недели, на выходных каждый раз почистите. Самые удобные средства, самые эффективные, я считаю, это белизна, уксус. Но уксус берите прозрачный, чтобы у вас швы не прокрасились. И также щелочной раствор на основе соды. То есть заливайте соду кипятком, и получается у вас хороший щелочной концентрированный раствор. Выбираете одно из этих 3 средств, просто распыляете по стенам. Я посоветую распилить везде, не только там, где очевидно проявилась плесень. То есть берите все стены над ванной, потому что споры плесени, они везде, и в воздухе, и даже там, где вы не видите. Оставьте этот раствор на стенах где-то на 3 часа, закройте обязательно дверь, и потом я посоветую вам сделать ионизацию воздуха в ванне, потому что пары той же белизны либо уксуса очень ядовитые. Естественно, вы работаете в маске либо с респиратором, но перед тем, как зайти в ванну, лучше всего поставить
Вот такой ионизатор. У меня вот простенький, Супер Плюс Турбо. Я его включаю, и буквально там на максимальный режим, здесь загорается красная кнопочка, это максимальная ионизация идет. И где-то через 10-15 минут в воздухе очень много ионов, и они как бы связывают вот это неприятные запахи все, убирают. И ионы уксуса, либо от белизны, все это уходит. Удивительно, очень быстро. Я часто пользуюсь этим приборчиком, чтобы удалить неприятные запахи, если они есть. И эффективно, конечно, при чистке ванны вот такими мощными, скажем так, ядовитыми средствами. Очень советую. Можете, конечно, выбрать любой, какой хотите, но очень классный приборчик. И через 10-15 минут вы его выключаете, вы вентилируете тогда ванну полностью, открываете дверь. В квартире не будет запаха ни уксуса, ни белизны. Будет такой озоновый запах, вот как после дождя. Это приблизительно те же самые ионы, которые генерируются вот таким приборчиком. И потом можно щеточкой, либо зубной, либо какой не жалко, прочистить вот между плитками. Отмечу, что я не вытираю ни стены, ни ванну, ни шторку не протираю. Вот сходили в душ, все открыли, и этого достаточно. То есть я за эффективные, быстрые методы с минимальными затратами усилий. Мне очень интересно ваше мнение. Расскажите, какие у вас результаты после использования моих советов, как это все сработало, вам помогло. И я буду очень рада увидеть ваши отзывы. А я вам желаю всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока.